Всем привет! И в этом видео мы из этого сделаем это. Достаточно давно я присматривал себе сверлильный станок. И вот однажды, случайно блуждая по интернет-барахолке, наткнулся на этот аппарат. Легендарный советский сверлильный станок 2М112. Станок был в печальном состоянии, некомплектный, отсутствовала большая часть деталей. Вдобавок ко всему был люто по-колхозному покрашен в мерзкий голубой цвет. В моем регионе станки подобного плана большая редкость, и дабы не упустить такую возможность, было решено его брать, при условии отсутствия большой выработки в отверстии шпиндельной бабки. Обошелся он мне в $180. Много это или мало для станка в таком состоянии, напишите в комментариях. А теперь подробнее о состоянии. Как можно видеть, на ведомом шкиве отсутствует пятая, самая маленькая ступень, отвечающая за высокие обороты шпинделя. Но поскольку такие обороты при сверлении нужны никогда, то на этот момент можно закрыть глаза. От защитного кожуха, закрывающего шкивы, не осталось и следа. Механизм фиксации шпиндельной бабки на колонне был отломан. Это частая проблема для этой модели станка. От чрезмерного усилия затяжки чугунные губки просто-напросто отламываются. Также на самой шпиндельной бабке отсутствовал шильдик завода-изготовителя. Насколько я понял, двигатель на станке установлен еще родной, мощностью 0,55 кВт. Шкала глубиномера была в ужасном состоянии. Хомут глубиномера на пиноле также отсутствовал. Отсутствовал барашек натяжного механизма. От штурвала опускания пиноли остался только один рычаг. Но что самое главное, выработка в отверстии пиноли была не очень большой. На станине и рабочей поверхности стола присутствовали многочисленные повреждения. Станок был подключен через конденсатор. На шпинделе имеется небольшое биение, но для моих несверхточных задач оно не столь критично. Оценку состояния сделали, теперь можно разбирать. Кстати, ремень был установлен более длинный, чем должен идти по заводу. Несмотря на свои небольшие габариты, масса шпиндельной бабки составляет около 35 кг. Данный подъемно-поворотный узел на данном станке не работал, потому как он был наглухо залит краской, но благодаря этому опорный подшипник хорошо сохранился и менять его не придется. На удивление, винты крепления колонны к станине открутились легко. Масса колонны около 15 кг. Извлекаю электрику. Кондеры и пускатели – это прошлый век, на станок я установлю частотник. Чтобы извлечь заломанный винт, сваркой навариваю шарик. И тут меня ждал сюрприз. Это оказался не винт, а заломанное сверло. Снимаю шкив и откручиваю двигатель. Снимаю штурвал. Здесь должна была быть возвратная пружина. Для снятия патрона есть специальная гайка, но в моем случае резьбы на шпинделе недостаточно, чтобы ее использовать. Патрон снимаю с помощью рожкового ключа. Выкручиваю винт, фиксирующий вал шестерню. Для извлечения пинолей с обратной стороны нужно также выкрутить фиксирующий винт, который заходит в паз. Шкив, как правило, также фиксируется винтом, который необходимо выкрутить. Выкручиваю очередной фиксирующий винт, чтобы освободить подшипниковый узел. Подбираю трубу подходящего диаметра и легкими ударами выбиваю подшипники.
Здесь можно наблюдать родной цвет станка. Чтобы не повредить, пиноль зажимаю через картон. Для откручивания хитрой гайки может подойти ключ от болгарки. В моем же случае она была затянута не сильно и открутилась легко. Для освобождения вала шпинделя необходимо снять стопорное кольцо. Сделать это не так уж и просто. После снятия выбиваем вал вниз. Верхний подшипник на валу сидит очень плотно, а вот внутри самой пиноли достаточно свободно. С помощью всевозможных средств удаляю старую краску. На ровных поверхностях коралловый круг абсолютный чемпион. Рабочую поверхность стола было бы неплохо выровнять на станке. К сожалению, таких толковых мастеров, как дядька Максим, у меня поблизости нет, а потому придется довольствоваться хотя бы болгаркой с кораллом. Напомню, данный круг очищает поверхность и при этом не стачивает сам металл. Для очистки колонны использую мягкую металлическую щетку. Наплывы от литья я решил зашлифовать. Поврежденные места решил нарастить сваркой. Варить чугун таким способом – это хлопотное дельце. Неизбежно после остывания в околошовной зоне образуются трещины. Ответственные места так варить категорически нельзя. В моем же случае наварка металла несет чисто декоративный характер, а потому такой вариант имеет место быть. Очистку некоторых деталей произвожу с помощью пескоструя. Отмываю детали шпинделя от многолетней грязи с помощью бензина. Откручиваю гайки и выбиваю вал. Подшипники шкива сидят очень плотно, их я буду выпрессовывать с помощью своих замечательных тисков. Дури для таких задач у них хватает.
Зачем в данном узле установлены дуплексные радиально-упорные подшипники, неизвестно никому. Ведь осевых нагрузок данный подшипниковый узел не испытывает от слова вообще. В детали штурвала отверстия рассверливаю и перерезаю резьбу на более крупную М12. Ручки лучше всего было бы вытащить из цельной заготовки на токарном станке, но, к сожалению, токарника у меня нет, а значит снова придется как-то извращаться. За основу буду использовать мебельный болт М12 на 180 и кусок трубки. У болта срезаю шляпку, она пригодится поздней. Трубку нарезаю на заготовки. После размечаю и нарезаю на сектора. Обстукиваю молотком и сужаю до необходимого диаметра. Провариваю. Все это безобразие обтачиваю. После чего рукоятки шлифую наждачной бумагой, постепенно уменьшая ее зернистость. Отверстия в гайке, которые служат для подъема бабки, были разбиты. Их я решил заполнить сваркой. Как оказалось, гайка сделана из чугуна и варится не особо хорошо. Для обработки внутренних поверхностей на помощь, как всегда, приходит бормашина. Наношу разметку под углом 120 градусов в новых местах и сверлю отверстие под резьбу М8. При сверлении гайку располагаю под некоторым углом. Оценив состояние подшипников, было решено заменить их на новые. Все подшипники я взял закрытого типа. Маркировки вы можете видеть на экране. Вместо радиально-упорных подшипников шкива я взял простые радиальные. Если смазка в подшипниках не внушает доверия, ее можно заменить на что-нибудь более качественное. Сборку шпинделя произвожу в обратной последовательности. Посадка тут достаточно плотная, а потому подшипник можно немного подогреть, градусов до 70, а после устанавливать на место. Забивать его можно только за внутреннюю обойму. Лучше всего, конечно, для выполнения этих работ использовать пресс. После первого подшипника не забываем поставить на место дистанционные кольца.
Для затяжки хитрой гайки ключи от макитовских болгарок не подходят, пришлось изготовить самодельный ключ. Подшипники шкива буду запрессовывать с помощью тисков. Тут очень важно их не пережать. Двигатель также разбирают для замены подшипников. В моем случае двигатель подключен по схеме треугольник. Обмотки тщательно укрываю, чтобы песок их не перебил. С алюминиевых поверхностей пескоструй удаляет краску очень хорошо. А сейчас я вам покажу способ, как можно отремонтировать механизм фиксации бабки без использования станков. Для этого отрезаю небольшой отрезок трубы. Разрезаю вдоль и с помощью тисков разгибаю до нужного диаметра. Основой прижима будет пластина толщиной 10 мм. В качестве заполнителя пойдут любые металлические обрезки.
Все мощно обвариваю, а после фрезерую с помощью болгарки. Оборачиваю поверхность колонны наждачной бумагой и по радиусу притираю поверхность прижима. Наша задача добиться максимального пятна контакта. По центру делаю отверстие под прижимной болт. Снимаю размеры и переношу их на листовой металл толщиной 6 мм. При выполнении таких работ разметочный штанген очень выручает. Кому нужно, ссылку на него, а также другие мои полезные инструменты соли найдете в описании. Углы дорезаю лобзиком. В местах гиба делаю надпилы. Сверлю отверстие и нарезаю там резьбу М12. Произвожу гибку. Когда все готово, скобу можно проварить для усиления. Облагораживаю сварные швы. Лишний металл срезаю. Наношу разметку, делаю отверстие небольшого диаметра. Максимально точно устанавливаю скобу и надежно фиксирую, зажав в тисках. Сверлю первые два отверстия в шпиндельной бабке под крепежные болты. Нарезаю резьбу М10. Прикручиваю скобу и аналогичным образом делаю еще два отверстия. Привариваю гайку. И вот как будет выглядеть готовый узел. Крепежные болты необходимо подбирать таким образом, чтобы они в закрученном состоянии не упирались в колонну. При затяжке болта прижим фиксирует бабку на колонне. Для надежной фиксации достаточно поворота на 90 градусов. Из металла толщиной 3 мм делаю прижимной клин. Он станет на соединение ласточкин хвост между моторной плитой и шпиндельной бабкой. Из малярной ленты делаю шаблон и переношу его на металл толщиной 16 мм. Размечаю отверстие под пиноль. Имея токарный или фрезерный станок, проделать такое большое отверстие можно было бы за одну установку. Но это не наш случай, поэтому сверлим. Долго и упорно, до победного.
Суммарно пришлось пройти более чем полметра металла. Перемычки допиливаю лобзиком. Доводку произвожу напильником и бормашиной. Добиваюсь четкой посадки. Наношу финальную разметку. Лишний металл срезаю. Выдержать перпендикуляр с помощью болгарки из-за округлой формы диска нереально, а потому в ход идет человека-фрезер с фрезерной насадкой напильник. Спустя энное количество времени деталь приобрела такой вид. Размечаю и сверлю сквозное отверстие под стяжной винт. Первую часть отверстия рассверливаю так, чтобы болт М6 свободно проходил, а во второй части нарезаю резьбу М6. Делаю разрез. С этого момента данная деталь может работать как хомут. Крупным сверлом делаю углубление под головку винта. Тут будет отверстие под шпильку ограничения глубины сверления. Сбоку делаю отверстие с резьбой под фиксирующий барашек. Отрезаю кусок шпильки М10 для механизма глубиномера. Делаю проточку под фиксирующий винт. Различные обрезки металла я не выбрасываю, так как они в дальнейшем могут пригодиться. И это был как раз такой случай. Из данной сердцевины получится отличная ручка для механизма натяжения ремня. Привариваю к ней гайку. В ней я заранее высверлил резьбу и просверлил тонкое отверстие под штифт. Обтачиваю, установив патрон дрели. Для большей ухватистости круглым напильником делаю насечку. Из обрезка металла толщиной 10 мм делаю еще одну крутилку. Ручки подъемной гайки сделаю из болтов М8. Резьбовую часть закрою алюминиевой трубкой. Кому нужно, ссылку на такой резак оставлю, мало ли кому пригодится. Ручки решил заанодировать с последующим окрашиванием в черный цвет. Анодное покрытие получается в несколько раз более твердым, чем сам алюминий. Возможно, когда хорошо изучу данную технологию, сниму об этом подробное видео. Мелкие металлические детали решил заворонить в льняном масле. Для этого их сначала обезжириваю. После нагреваю горелкой до серо-синего цвета и погружаю в масло. Для получения максимально темного цвета процедуру можно повторить несколько раз. Чтобы прогреть такую массивную деталь, пришлось хорошо постараться, но тем не менее все получилось, и цвет получился глубокий черный. Двигатель буду красить серебрянкой.
Такой странной краски я еще не встречал. При распылении она превращается в паутину и парит в воздухе. Детали станка обезжириваю и готовлю под покраску. Контактные поверхности и рабочий стол заклеиваю малярной лентой. Т-пазы затыкаю кусочками монтажной пены. Грунтую поверхность. Цветовое сочетание моего ЧПУ станка мне очень понравилось, а потому и данный станок я решил покрасить в те же цвета. Красить по загрунтованной поверхности одно удовольствие. После окраски наступает самый приятный момент, а именно расклейка. Цвет получился сочный мандарин. Произвожу сборку двигателя. Как вы можете видеть, шпильки я также заворонил. Именно из таких мелочей к деталям складывается качество. На смену старому ключевому патрону на Али я заказал новый, самозажимной. Он имеет посадку под конус B18 и способен зажимать сверла диаметром до 16 мм. Качество изготовления на высоте. Ссылку на проверенного продавца оставлю в описании. Конус шпинделя у меня имел небольшие повреждения, и садить на него новенький патрон не особо хотелось. Было принято решение попробовать его шлифануть. По-правильному для выполнения данной операции используются специальные станки, где можно точно выставить заданный угол, но у меня поблизости нет мастеров с такими станками, а потому шлифовку буду производить на своем станке с ЧПУ. Жестко фиксирую пиноль к столу и с помощью щупов и подкладок выставляю необходимый угол конуса. То есть верхняя поверхность конуса, где будет производиться шлифовка, находится строго параллельно столу, а сама пиноль находится под некоторым углом. Вращать шпиндель буду шуруповертом. Заряжаю в патрон точильный камень и можно начинать. Управляю ЧПУ станком в ручном режиме. Подачу и съем делаю минимальные. Честно говоря, я до последнего был уверен, что у меня ничего не получится, но все получилось. Не идеально, как на спецоборудовании, но достаточно неплохо. А что самое главное, патрон теперь садится плотно. Чтобы сильно не растягивать видео и мне было проще монтировать, его я решил разделить на две части.
В следующей части будет финальная сборка, фрезеровка главной панели, а также подробное подключение частотного преобразователя. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Все полезные ссылки, как всегда, будут в описании. Ну а пока я с вами ненадолго прощаюсь.